Друзья, и снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Сделаем небольшой обзор. Смотрите, здесь у меня рыбки довольно-таки крупного размера. Этим рыбкам 9 месяцев. Это остатки из прошлогоднего нереста. Вот такие рыбки продаются, но еще есть в наличии. Значит, второй аквариум у нас пустой. Здесь были тоже тернеции, которые проданы. И сейчас просто здесь сидят анцитрусы. Один самец и две самочки. И этот аквариум то же самое будем мы использовать для посадки на подрост тернеции или данио. Это я уже посмотрю. Вот здесь внизу, в таком 40-литровом аквариуме, можно видеть то же самое подросточков тернеции разных цветов, которые хорошо подрастают и скоро будут пересажены в больший объем. Рядом с ними находится такая нормальная бригада Данио Глафиш. Тоже рыбки хорошо кушают, растут, примерно им 2,5 месяца. Они уже некоторые по 3 сантиметра размер, некоторых 2,5. Ну, растут примерно равномерно. А вот на втором ярусе у нас в аквариуме гуппи микс. Разные. Даже некоторые попало данио, пару штук тут плавает. Ну, то же самое. Рыбки значительно стало меньше. А слева у нас в аквариуме 140 литров выводок желтой, красной, зеленой, буряковой тернеции. Малечкам 3 месяца, ну это уже не малечки, уже нормальная такая рыбка продажная. А справа в таком же аквариуме у нас зеленая и синяя бригада в основном рыбок. То же самое, хорошо кушают, красивые рыбки, потихоньку реализуются. Значит, вот здесь на втором ярусе, как вы помните из прошлых обзоров, здесь были меченосцы. Один остался, вон там плавает. Сюда я посадил 2 выводка анциструсов. Там большие есть на дне, но это не ихние папаши и мамаши. А здесь просто 2 выводка объединил в один. Более темные, такие малечки, и более светлые. Вот сюда их пересадил, так они у меня были в ведрах. Росли, но решил их посадить в больший объем, и они начали хорошо кушать и начали хорошо прибавлять в росте. В соседнем здесь аквариуме у меня производители самочки красного и голубого неона, а также подростки сомиков Венесуэла Оранж. Вот они такие. Набирают вес и готовятся стать производителями. А также коридорас и штерба. Этим рыбкам примерно по 4,5 по 5 месяцев. Вот тому дальнему штербику уже примерно год. Он у меня один уже давно. А те, что поменьше, куплены были 3 месяца назад. Ну, совсем маленькими, но они уже такие достаточно хорошенькие. Вот видите, такие плавают. И там 2 самочки еще крапчатого сомика, которые недавно нерестились, я их отдельно отсадил. Пускай набирают икру, готовятся к следующему нересту. Ну вот здесь на втором ярусе, конечно, наши красавицы данио. Здесь в основном 3 цвета: красный, синий, зеленый.
Ну, есть пару салатовых, там может десяток, оранжевых несколько. Тоже это рыбки, которые реализуются. Ну, в этом у нас в большом аквариуме то же самое производители гуппи и малинезии черной. А также несколько сомиков анциструсов. Здесь они вместе живут. И самочки дают потомство гуппиков. Тернеции что-то пока думают еще. Вот, кстати, две самочки малинезии черной отсажены, но они что-то уже недельку сидят. Вроде бы и толстые, но как-то никак не могут разродиться. Может быть, еще молоденькие. Ну, не знаю. Жду от них результата. Возможно, когда выйдет это видео, они уже разродятся. А в этих 40-литровых аквариумах, как обычно, производ сидит тернеции и данио, а также подростки такие более покрупнее самов анциструсов. Вот здесь тоже производители, такие толстенькие. А вот на втором ярусе еще в 80-литровом аквариуме то же самое подростки тернеции. Этим рыбкам примерно 2,5 месяца. Но они такие тоже уже есть и по 3 сантиметра, и по 2. Меньших вроде бы как и нету. Ну, даже есть и поменьше. Растут как-то неравномерно. Но цвет нормальный набирают. То же самое будут пересаживаться потом в более просторный аквариум. Для более лучшего роста. Кушают они сейчас в основном сухой корм, гранулы Коппинс. Но иногда, через день в основном, даю им аулофорус и артемию. Как вы знаете, живой корм, он дает хороший окрас рыбкам, и они лучше развиваются. И вот анцитрусы играют, гоняют друг за другом. Возможно, будет нерест сегодня или завтра. Самочка такая светленькая. Самец такой, он дальше помощнее. В нерестовиках что у нас? В нерестовиках здесь розовая, желтая, буряковая тернеция мальки. Немерено их там. Вон на дне тоже артемию выбирают. Нормальное такое количество. Здесь зеленая, красная. Часть, конечно, там на дне кучкуется. Оранжевая. Но тоже потихоньку развиваются. Здесь вот подросточки данио зеленой и синей. И несколько меченосцев. Кстати, данио 1,5 месяца рыбкам. Даже нету 1,5 месяца. Месяц и где-то 10 дней. Такие вот большие, крупные уже экземпляры. А здесь в нерестовичке небольшое количество гуппи и отстающие тернеции, которые были отстающие. Вот, смотри, какая отстающая уже выросла большая. А была такая несчастная, нужно ее отсюда пересадить. А вот здесь можно видеть солоноводная коловратка. Смотрите, там толпа какая. А вот этот корм тоже на 1-2 дня может заменить первые 1-2 дня артемию всем рыбкам. Ну, например, тернеция сразу кушает его. А такие рыбки, как данио мелкие, такие рыбки, как неон голубой, у которых малек мелкий, им можно давать вместо инфузории солоноводную коловратку.
Вот у нас такой еще аулофорус есть, живет на разводне, которым мы кормим малечков. Вот такая колония его здесь. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Кто досмотрел до этого момента, еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик внизу, чтобы не пропустить другие интересные видео. А у кого есть желание поддержать канал, становитесь спонсором канала. Нажимайте кнопочку «Стать спонсором». Буду вам за это очень признателен. Всем пока, до встречи на канале Разводня как хобби. Удачи!